Так, а хочу рассказать о великой подводной стене, которая тянется с Северного полюса до Южного. Вот она примерно вот так вот идет. Ее на всех картах скрыли. Я здесь вот приблизительно накидал ее, вот, чтобы было видно. Она идет по дну океана. Все, ее тут спрятали, вырезали со всех карт. Вот. Но ее вот в некоторых местах еще видно. Вот рядышком получается. Это я вот нарисовал, а вот она идет. Вот она. Ну, можно приблизить. Она где-то 2,5 километра толщиной. А это ориентир просто, чтобы было рядышком с ней. Здесь вот по России идет. Вот. Видно ее. Вот. И она с северного до южного полюса продвигается, это все. Вот, это я рядышком просто нарисовал, чтобы ориентир, где она находится. И вот приходит на Северный полюс. Вот сюда вот. Здесь стоят кулачки управления всей планетой. Вот. Но хотел сказать, как она все-таки у нас, эта подводная стена, работает. Вот, в океане, в море, под водой, на глубине до 5-6 километров расположены станции слежения за вот этой великой стеной. Вот, сейчас сделаю фотографии, обработал их, и сейчас вам покажу, но только без координат. Координаты показывать не буду. Сейчас, минутку. Так, вот подводная стена. А здесь вот есть объекты. Вот кристалл, вот кристалл, вот кристалл. Вот огромный кристалл. Вот еще один огромный кристалл. Вот кристалл. Вот. Вот кристалл. Так, ну вот похоже как на тарелку. Вот кристалл. Очень интересный объект. Так, вот еще. Вот тоже кристалл. Высшие силы создали такие объекты для управления нашей планетой. Так, вот еще одна станция слежения за великой подводной стеной. Тоже очень интересная. Вот какой-то кристалл. Так, вот такой же объект, как на первой был, только как типа перевернутый. Ну, это может просто сфотографировала так. Вот сама стена, вот она идет. Вот она. Вот, а здесь ее управление поддерживает ее, потому что она связана, продолжается она 20 тысяч километров с севера до юга. И для функционирования нашей планеты здесь стоит аппаратура, поддерживает работу нашей планеты. Тут координаты я тоже убрал. Вот. Ну вот какой-то объект интересный находится. Вот он.
Здесь вот кристалл управления. Так, вот еще один объект, который следит за нашей подводной великой стеной. Так, вот тут тоже вот кристалл, вот сама стена идет, вот это вот. Вот еще один кристалл. Древние научились из кристаллов добывать энергию. Вот еще один кристалл. Вот кристалл. Ну как построено, как пирамида под водой. Очень глубоко. Где-то 3,5. Так, вот еще один интересный объект. Вот она, подводная стена идет. Здесь очень интересный. Вот кристалл, вот кристалл. Вот какой-то интересный объект. Вот. Похоже на динозавра. Так, вот кристалл, вот кристалл, вот кристалл. Вот, управляется. Видать, энергию вырабатывают кристаллы для управления подводной стеной. Так, вот еще один кристалл. Вот. Вот объект. Перевернутая тарелка. В общем, все это находится на глубине до 3,5 километров. Вот. Так, ладно, дальше. Так, толкатель с Южного полюса приходит на Северный. Вот. Получается, если вращение Земли становится быстрее, то кулачок там нажимается, толкатель передает сюда команду, здесь какая-то часть нажимается, и вращение Земли или замедляется, или наоборот добавляется. Вот. И здесь, похоже, еще сделано как балансировка. А здесь вот еще кулачок стоит. В общем, это очень сложный механизм. Давайте еще рассмотрим поближе этот кулачок на Антарктиде. Вот его форма. Это вот у нас с Антарктиды, а это вот с Северного полюса. Вот. Но у меня еще, я думаю, что это может быть наоборот. С Северного полюса приходит команда, здесь на кулачок нажимается, а кулачок поворачивается, нажимает на Антарктиды кулак. Вот. Или с этого с центра Земли, с ядра, приходит команда, нажимает сюда или сюда. Ну, если вам видео понравилось, высказывайте свои предположения, делитесь комментариями, подписывайтесь. Ну, на этом заканчиваю видео.